Stop. Маленькая фея-доктор или Сяо Исянь – давний друг Ся Яня. Но как за это время она стала настолько сильной? Она превзошла его по уровню культивации и сейчас не уступает королеве Медузе. Вероятно, она на 4-й или 5-й звезде предка, что просто поразительно, ведь она была такой слабой всего несколько лет назад. Причиной такой огромной силы в основном является ее ядовитое тело. Еще тогда учитель говорил, что Сяо Исянь может принимать яд и таким образом увеличивать свою силу. Все бы хорошо, но этот яд с годами накапливается в ее теле, и оно может не выдержать и взорваться. Если ничего не сделать, то ее ждет неминуемая смерть, поэтому Сяо Исянь до сих пор ищет способ исцелиться. Итак, Ся Янь встретил маленького святого доктора в долине у горного хребта волшебных зверей. Сначала они не узнали друг друга, поэтому Медуза вступила в бой с таинственной фигурой в черной одежде. Но когда та собиралась уходить, Ся Янь понял, что это ее давний друг. Услышав, как Ся Янь назвал ее имя, Сяо Исянь остановилась лишь на секунду, а потом бесследно исчезла. Со стороны, наблюдая за Ся Янем, ее лицо стало не таким равнодушным. Девушка откинула капюшон со своего лица. Белоснежные волосы потоком упали вниз. Нежная улыбка и элегантное поведение полностью исчезло с ее лица. Теперь даже ее глаза приобрели несколько фиолетово-серый оттенок. В этот момент лицо, которое обычно сравнивали со жнецом смерти в империи Чуюнь, переполнилось горечью и печалью. Да, Сяо Исянь – это та самая ядовитая женщина, известная во всей империи Чуюнь, которая покорила все остальные фракции и возглавила список сильнейших экспертов империи. После всего того, что она пережила за эти пару лет, нынешняя маленькая фея-доктор уже явно не была той доброй и наивной девочкой. Ее безжалостный характер мог превзойти только Медузу. Она быстро ушла, потому что не хотела, чтобы Ся Янь видел ее такой, а запомнил как милую и добрую девушку в прошлом. Что же с ней случилось за эти годы? После первой встречи Ся Яня и Сяо Исянь их пути расходятся, когда она уходит в империю Чуюнь, в то время как Ся Янь продолжает свое обучение. После того, как она покинула империю Дзяма, она также думала, что сможет подавить свое ужасно ядовитое тело. Однако реальность оказалась крайне жестокой. Она прожила в маленькой горной деревне целый год. Там она остановилась в доме двух стариков. Двое пожилых людей увидели, что она милая и добрая, и уговорили ее остаться с ними. Более того, они относились к ней как к своей дочери, а жители деревни считали ее частью семьи. В тот год она была очень счастлива и поклялась защищать это место. Но, к сожалению, однажды ядовитое тело снова проявилось, из-за чего двое стариков умирают самой болезненной смертью на ее глазах, потому что они прикоснулись к ее телу. Хотя перед смертью они смотрели на нее добрыми и нежными глазами. Именно эти глаза заставили ее сердце разорваться на куски. В деревне было еще несколько человек, которые умерли из-за нее. В конце концов, Сяо Исянь собралась силами и ушла с трупами двух стариков, на глазах у испуганных людей в деревне. Она похоронила их и встала на колени перед их могилами, пока чуть не потеряла сознание. Когда она проснулась, ее волосы стали белоснежными. Сяо Исянь подумала, что она приносит только горе окружающим ее людям. Если это так, то какой смысл быть доброй и хорошей? После этого доброта, которую всегда проявляла маленькая фея-доктор, спряталась глубоко в ее сердце. Теперь она была холодной и бесчувственной, небесно-ядовитой женщиной. Нелегкая у нее судьба, но встреча с Ся Янем станет для нее судьбоносной. Постепенно маленькая фея-доктор даже влюбится в него. Сам Ся Янь признал, что ее сила намного превосходит его собственную. Особенно ее навыки ядов стали столь недосягаемы. Она каждый день поглощала смертельный яд и оказалась женщиной, которая уготована самая жестокая судьба среди всех людей, которых он повстречал в своей жизни. Однако на фоне возросшей силы маленькой феи-доктора и ее навыков яда, больше всего его поразил холодный и равнодушный взгляд, от которого мурашки бежали по коже. Просто сложно представить, как сказались годы на той доброй и теплой девушке. К этому времени она стала самым могущественным экспертом империи Чуюнь. После ухода маленькой феи-доктора, Ся Янь продолжил то, ради чего пришел. Он планировал собрать как можно больше ценных лекарственных ингредиентов, сделать пилюли, что обещал другим, а потом заняться культивацией и пытаться взять ранг императора. В этом месте была богатая духовная энергия, что очень полезно для прорыва. А в это время Цзиянь проглотила так много природных сокровищ, что энергия позволила ей начать прорыв к следующему рангу. Плотный фиолетовый свет хлынул из ее тела, как только она заснула. Тот свет преобразовался в широченный кокон, метров 10 в диаметре, обернувшись вокруг тела девочки. Цзиянь начала процесс, который позволит ей стать императором.
Ждем дальнейшие очень интересные события. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете о нелегкой судьбе Сяо Исянь и тем, что ей пришлось пережить. Подписывайтесь на канал и всем пока.